таком новогоднем панно я объединила две идеи – украсить дом к празднику и позволить детям отправить свои письма Деду Морозу. Привет, меня зовут Лилия. Ящик для писем делаю из готовой коробки. Она размером 26 на 26 сантиметров. Мне нужно ее подогнать под свой размер и получить 26 на 19 на 4 сантиметра. Поэтому коробку подрезаю. Велика вероятность, что у вас нет похожей коробки, поэтому возьмите любую другую и делайте из нее. Кстати, открываться ваша коробка может не так, как у меня, большой стороной. Так еще открываются коробки для пиццы, а короткой боковой, например, снизу. После подгонки размеров делаю узкое прямоугольное отверстие. Потом в эту щель можно будет опускать письма. Здесь я просто заклеиваю круглое отверстие, чтобы края щели были прямыми. И вот так будет открываться задняя стенка ящика. Коробку оклеиваю крафтовой бумагой. Вы это можете сделать по-своему, так как у вас коробка может выглядеть по-другому, или же просто вы знаете свой способ. Не забываю сделать прорезь и в бумаге. Теперь нужно доделать прорезь. В уголках делаю надсечки и загибаю срезы бумаги сначала внутрь отверстия, чтобы наметить сгибы. Затем припуски отгибаю вверх, чтобы нанести клей. И снова сгибаю внутрь, приклеивая.
И коробка-ящик готова. Я нарисовала вот такую наклейку. Наш белорусский Дед Мороз живет в Беловежской пуще, поэтому адрес на наклейке именно такой. Ссылку на скачивание рисунка оставлю под видео в описании. Там же вы найдете еще рисунок наклейки, но без адреса. Вписать нужный вы можете самостоятельно. И здесь я уже приклеила наклейку. На коробке закрепляю джутовый шпагат, концы которого завязываю бантиком на лицевой стороне. Вроде с одной стороны это должен быть почтовый ящик, но я решила декорировать его в виде небольшой почтовой бандероли. Вот так получилось. И задняя сторона коробки открывается, чтобы можно было достать детские послания. Чтобы крепить вокруг коробки декоративные элементы, веточки, ягоды, шишки, из гофрокартона делаю основание. Основание будет располагаться только в углу коробки, а так как у нее откидывается задняя стенка, то приклеивать основание нужно на боковые стороны коробки. Так я и делаю. В этом случае доступ к задней стенке остается свободным. Куски строительной пенополистирольной плиты буду приклеивать на картонное основание. Общего куска мне не хватает, поэтому вырезаю кусочками. Верх немного скругляю. А зачем мне вообще такая подложка? В последнее время весь свой подобный декор я стараюсь сделать по возможности разборным, поэтому декоративные элементы в виде веточек, цветов и прочего стараюсь не приклеивать, а втыкать в основу, представляющую собой твердый вспененный материал. Потом такую композицию легко разбирать и в конце концов использовать и в других своих работах. Но можно, конечно, все элементы и приклеивать. Какой способ крепления выбрать – только ваше желание. Куски пенополистирола сначала приклеиваю на лист бумаги. Так будет проще приклеивать припуски ткани, которой я оборачиваю пенополистирольную подложку. Ткань беру рыхлую, с выраженной сетчатой структурой. У меня это мешковина. Получившуюся подложку приклеиваю на картон. Сразу сзади приклеиваю подвес. Это обычный шнур, концы которого заклеены двумя картонными кружками. Сразу отмечу, что подвес я потом переклеила, так как готовая композиция имеет перевес влево. Вот здесь видно, где нужно расположить подвес правильно. А здесь петля нужна только лишь для помощи при открывании. Но, как видите, новое расположение подвеса мешает открытию коробки, поэтому веревочку подвес делайте с небольшим напуском. Этого будет достаточно, чтобы достать содержимое коробки. Коробка готова. Приступаю к основному декору. Буду использовать искусственные еловые веточки. Обычно я их срезаю с общей ветки. Вот такие заснеженные веточки похожи на лавровые, но у производителя они так не называются, просто искусственные ветки. Их тоже разделяю. Это натуральные шишки, на них закрепляю кусочки проволоки. Если вы будете элементы приклеивать, то проволока вам не нужна, конечно же. К этим веткам крупных ягод снизу приклеила зубочистки.
Такие белые ягодки срезаны с веток, которые в прошлом году покупала в Fix Price. Добавлю гроздья мелких красных ягод. 3 деревянные снежинки, к которым приклеила кусочки проволоки. И елочные игрушки, шарик на шпажке, декоративные бубенчики на проволоке и пара игрушек в виде шишек. В центре композиции будет бархатная роза. Эту розу я делала сама. И перед выпуском этого ролика я выпустила видео, где показываю, как сделать такую розу. Ссылку можно найти в описании под этим видео. Этот блеск на еловых веточках мне не очень нравится, поэтому слегка забрызгиваю ветки искусственным снегом. И собирать композицию начинаю именно с этих веточек. Их располагаю веерообразно, образуя центр около левого нижнего угла ящика. Чтобы веточки легче входили в основание, предварительно в нужном месте можно шилом сделать отверстие. Если вы не уверены, что веточки или другие элементы будут держаться надежно, можно использовать немного клея. Такие хвойные композиции всегда лучше смотрятся, если зелень использовать разного вида. Тонкие хвойные иголки хорошо сочетать с плосколистными, если можно так выразиться, растениями. Или же с разными можжевельниками. Да, у меня они все искусственные, но сейчас они делаются вполне реалистичными. И теперь обозначаю сам центр бархатной розой. Напомню, что ссылку на видео создания такого цветка можно найти в описании под этим роликом. И дальше распределяю остальные декоративные элементы. Когда все на месте, слегка покрываю искусственным снегом. Мне кажется, что такая новогодняя почта может быть не только в доме, где есть дети, а вдруг Дед Мороз исполняет и желания вполне взрослых людей. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком, это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.